Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я предлагаю приготовить на ужин котлеты из фарша и тыквы в сливочном соусе. Сначала нужно подготовить тыкву. Для этого мы снимаем кожуру и очищаем ее от семечек. Затем натираем на средней терке, но ни в коем случае не на крупной, иначе тыква не успеет приготовиться. Также нам понадобится одна луковица, ее нужно нарезать мелким кубиком. Разогреваем сковородку вместе с растительным маслом, высыпаем нарезанный репчатый лук и обжариваем его примерно 4 минуты до золотистого цвета. К поджаренному луку добавляем натертую тыкву и обжариваем овощи еще примерно 5 минут. Нам нужно, чтобы тыква стала чуть мягче. Овощи обжарились, снимаем их с огня и оставляем немного остыть. Пока овощи остывают, берем фарш. У меня свиной фарш, но вы можете взять любой, какой вам больше нравится. К нему я добавляю 1 столовую ложку сметаны и сюда же вбиваю 1 яйцо. Дальше все это нужно немного перемешать. К фаршу добавляем 50 грамм панировочных сухарей и немного свежей зелени. Я буду использовать укроп, вы можете заменить его на свежую петрушку. Также я добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока, буквально щепотку черного молотого перца и 1 чайную ложку соли. Кстати, сушеный чеснок можно заменить на 1-2 зубчика свежего чеснока. И теперь все это нужно хорошо перемешать. Поджарка из тыквы и лука уже остыла, добавляем ее к фаршу и теперь это все нужно хорошо вымесить. Можно прямо руками, так получится даже лучше и быстрее. Начинаем формировать котлетки. Для удобства можете смочить руки немного в воде. В итоге из такого количества ингредиентов у вас должно получиться примерно 10-12 котлеток. Все зависит от того, какого размера вы их формируете. И после этого можно поступить двумя способами. Первый – это переложить котлеты в форму для запекания, поставить в духовку, разогретую на 180 градусов, примерно на 30 минут. Но сейчас я покажу второй способ. С ним нужно приложить чуть больше усилий, но так котлетки получаются более сочные. Разогреваем сковородку вместе с растительным маслом и выкладываем наши заготовки. Обжариваем их на среднем огне с двух сторон, чтобы образовалась румяная корочка. Доводить до готовности сейчас не нужно, просто чтобы образовалась румяная корочка и все. После того, как котлетки подрумянились, убираем их со сковороды. В эту же сковородку добавляем сливочное масло, ждем, когда оно растопится, и добавляем столовую ложку муки. Все хорошо перемешиваем, чтобы мука с маслом объединились. Дальше вливаем сливки 20% жирности комнатной температуры и все хорошо перемешиваем. Сливки лучше добавлять постепенно, чтобы не было комочков. Сюда же вливаем 200 граммов воды. После того, как все хорошо объединилось, добавляем 1 чайную ложку сушеного чеснока, буквально щепотку черного молотого перца и немного соли. Все хорошо перемешиваем и сливочный соус готов. К нему кладем поджаренные котлетки, накрываем крышкой и оставляем тушиться 20 минут на среднем огне. Подаем котлетки с абсолютно любым гарниром. Макароны, рис, подойдет любой гарнир. Они получаются очень сочные и вкусные. Обязательно попробуйте приготовить. Сейчас покажу, как можно просто и вкусно приготовить обычное куриное филе на ужин.
Берем 2 куриных филе весом примерно 500 грамм. Нарезаем на небольшие кусочки. Слишком маленькие кусочки резать не нужно, чтобы филе сохранило свою сочность. Примерно вот такие кусочки у вас должны получиться. Разогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем нарезанное куриное филе. Обжариваем его около 5 минут со всех сторон. До готовности доводить его не нужно, просто чтобы образовалась румяная корочка. Пока жарится куриное филе, мелко нарезаем 1 луковицу. Также нам понадобится 1 красный перец. Его нарезаем так же мелко, как и лук. Когда куриное филе уже обжарилось, его убираем со сковороды и перекладываем пока в тарелку. А вместо куриного филе в сковородку добавляем нарезанный лук и сладкий перец. Обжариваем овощи около 5 минут на среднем огне. Дальше берем помидоры и нарезаем их так же мелко, как и предыдущие овощи. Нарезанный помидор добавляем в сковородку к овощам. Поджариваем на среднем огне, периодически помешивая примерно 7-10 минут. Нам нужно, чтобы помидор ужарился. Вот примерно так у вас должно получиться. Теперь сюда нужно добавить тыквенное пюре. Его лучше всего приготовить заранее. Запечь или сварить тыкву, а затем измельчить блендером. Его можно сделать сразу много и потом просто лишнее заморозить. Тыквенное пюре перемешиваем с обжаркой и вливаем полстакана воды. Затем добавляем специи. 1 чайную ложку сушеного чеснока, немного черного молотого перца и 1 чайную ложку соли. Я называю базовые специи. Вы же можете добавить специи, которые вам больше нравятся. И по количеству специй добавляйте по своему вкусу. Все хорошо нужно перемешать, пока масса не станет полностью однородной. И дальше в сковородку добавляем кусочки куриного филе и немного перемешиваем. Сюда же добавляем еще сливки 20% жирности. Сливки обязательно берем комнатной температуры. Теперь это все нужно хорошо перемешать, чтобы масса стала полностью однородной. У меня сковородка диаметром 24 сантиметра, и как видите, у меня все с трудом поместилось, поэтому если у вас есть сковородка побольше, то возьмите ее, чтобы вам было удобнее перемешивать. После того, как масса станет однородной, накрываем ее крышкой и оставляем тушиться на среднем огне под крышкой 20 минут. Получается, ну просто невероятно вкусно. Такой интересный и приятный вкус, а кусочки курицы получились очень сочные. Подавать можно, кстати, с абсолютно любым гарниром. Больше всего мне нравится с рисом. На мой взгляд, это лучшее сочетание. Приготовим один из моих самых любимых супов-пюре. Готовится он очень просто. Сначала подготовим овощи. Нарезаем 1 луковицу. Можно кубиками побольше или поменьше, просто от этого будет зависеть время приготовления. Затем 1 среднюю морковку натираем на крупной терке или можно нарезать на маленькие кусочки. Берем 500 граммов тыквы. Заранее я уже сняла кожицу и очистила ее от семечек. Нарезаем на кусочки, можно покрупнее или поменьше, по вашему желанию. Также нам понадобится 500 граммов картофеля. Нарезаем такими же кусочками, как и тыкву. Размер кусочков не имеет значения, просто от этого будет зависеть время приготовления. Я буду готовить сразу в кастрюле с толстым дном, добавляю в нее немного растительного масла и всыпаю нарезанный лук. Обжариваю его
до золотистого цвета. Только после этого добавляю морковь и обжариваю вместе с луком еще примерно 5 минут. Вы можете точно так же обжарить лук с морковкой на сковороде и затем переложить в кастрюлю. После этого добавляю тыкву и вместе с ней всыпаю нарезанный картофель. Дальше заливаю водой, можно даже горячей водой из чайника, чтобы быстрее закипело. Воду наливаю вровень с овощами и немного перемешиваю. Затем добавляю соль, 1 чайную ложку сушеного чеснока и совсем немного черного молотого перца. Кстати, сушеный чеснок можно заменить на пару зубчиков свежего. Все овощи хорошо перемешиваю, накрываю крышкой и варю до мягкости овощей. Проверить готовность можно обычной вилкой или ножом. Если овощи готовы, снимаю с огня и измельчаю блендером. Должно получиться однородное, гладкое и красивое пюре. Отдельно натираю 2 плавленых сырка, а чтобы легче было натирать, я подмораживаю их в морозилке в течение получаса. Затем натертые сырки я перекладываю в пюре, немного перемешиваю и ставлю на маленький огонь. Начинаю помешивать, чтобы сыр быстрее расплавился, ну и для того, чтобы суп не пригорел ко дну. После того, как сыр расплавился, суп начал кипеть, варим его еще 1 минуту и снимаем с огня. Теперь можно разливать суп по тарелочкам. Такой суп можно подавать с зеленью, например, с укропом или петрушкой. А самое главное, не забудьте добавить сухарики, с ними суп будет еще вкуснее. Кстати, сухарики я всегда делаю сама. Нарезаю хлеб на квадратики и обжариваю его на растительном масле. Мне кажется, осенью такой суп должен приготовить каждый. Нравится он даже тем, кто никогда не пробовал такой суп. Кстати, на нашем канале ты найдешь еще один рецепт тыквенного супа. Ссылка на видео будет в описании. Сейчас расскажу, какой вкусный ужин можно приготовить с тыквой и мясом в духовке. Ничего долго готовить не нужно, просто все перемешали и поставили выпекаться. Берем 400 грамм мяса, абсолютно любого. Свинина, индейка или курица. Сюда подойдет абсолютно любое мясо, которое у вас есть. Его нужно нарезать средними кусочками. Дальше берем кусочек тыквы весом 500 грамм. Я заранее ее уже очистила от кожуры и достала семечки. Нарезаем на такие же кусочки, как и мясо. 500 граммов картофеля нарезаем такими же кусочками, как и тыкву. И последний ингредиент – это репчатый лук. 1 луковицу нарезаем полукольцами. Все овощи объединяем в миске. Ее берите побольше, чтобы все овощи поместились и было удобнее перемешивать. К овощам добавляем 3-4 столовые ложки растительного масла. Затем половину чайной ложки соли, чайную ложку сладкой паприки и по вкусу можете добавить черный молотый перец. Также вы можете добавить другие специи, которые вам больше нравятся, например, приправу для мяса или картофеля. После того, как добавили все специи, нужно все хорошо перемешать. Овощи с мясом перекладываем в любую форму для запекания, которая позволяет по размеру. Обязательно накрываем фольгой. Если она у вас тонкая, то лучше накройте в 2 слоя, чтобы овощи во время приготовления прям хорошо пропарились. Отправляем выпекаться на 200 градусов примерно на 1 час, час 15, возможно даже больше времени может понадобиться. Все зависит от вашей духовки и размера кусочков овощей. Также можно за 15 минут до приготовления снять фольгу, чтобы образовалась небольшая румяная корочка. Все овощи хорошо протушились, все ингредиенты хорошо сочетаются, поэтому обязательно попробуйте приготовить такое блюдо на ужин. Приятного аппетита!
В этом видео я собрала свои самые любимые, удачные и проверенные рецепты из тыквы. Выбирайте рецепт, который вам больше понравился, пробуйте приготовить и пишите в комментариях свое мнение. Мы все читаем, и нам очень приятно, что вы пишете. И, конечно же, переходите на наш канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Переходите и подписывайтесь.